Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Если что, эту игру я начал не сам, я сейчас нахожусь в пати вместе с Марком, и я надеюсь, Марк покажет максимальный свой скилл и не вынесет меня в топ-8 по-быстрому, чтобы получился какой-то интересный ролик. Что я здесь первое вижу? Во-первых, то, что мне со старта пришел мех, и я надеюсь, что мне рано придут мехи, а еще лучше, чтобы мне пришли люди. Ранний такой вот баф, в раунде так на третьем. Чтобы мне пришел баф людей, и было бы все у меня просто прекрасно, все было бы у меня в шоколаде, а не в чем-то коричневом. Вот. По легендарным фигурам тут есть Эмпреска, есть Дизраптор, есть Берсерк, есть Минер. Возможно, у меня получится поиграть на золотых роллах. Я, конечно, немного сомневаюсь, но как бы вероятность таковая имеется. Правильно? Правильно. Так, Гоблин-убийца со старта пришел, это отлично, это будет плюс 1 монетка. Не знаю. Тут есть еще и аптечка священника, мастерская бума. Блин, на самом деле очень много классных реликвий есть. Очень много классных легендарных фигур. Надо будет хорошенько подумать, на чем мне все-таки сыграть. Это все скип. Да. Может быть, если мне панда придет, я, соответственно, клевер найду, закину в панду клевер и попробую поискать, соответственно, нефритового генерала. Тогда точно можно будет сыграть на шаманах. Немножко вообще не фартануло мне, конечно, на третий раунд. Ну ладно. Ну ладно, ничего страшного. Так, возьму блинк. Блинк пригодится. Предметы, конечно, ну, более-менее хорошие, на самом деле, предметы, потому что я хочу поиграть, попробовать все-таки через шаманов сыграть. Надеюсь, у меня получится. Ну, в общем, я не буду загадывать, поэтому давайте просто вот насладимся игрой. Посмотрим, как оно будет идти, и, соответственно, будем от этого отталкиваться. Правильно? Я думаю, правильно. Так, что же мне сейчас за предмет третьего тира придет? А ну-ка, давайте посмотрим. Ну-ка, ну-ка. О! О! О, еще и герой обалденный. Блин, не, ну мартретка это, конечно, очень вкусно. Это прям вкусно-вкусно. Есть шапка. На самом деле, очень сложный выбор. Может реально попробовать взять шапку, вот эту вот новую, и поиграть через шаманов. Потому что эта шапка... Шапка-ушанка, она обалденная, если что, смотрится под шаманов, под жрецов. Ну, вы понимаете, да? Там уже Лунов 2 звезды. Блин! А я еще и гоблина-убийцу не поставил. Ой, дурак! Ой, дурак! Ну, ладно. Да. А этот гоблин-убийца все-таки добил фигуру. Возможно... Если бы я поменял местами убийцу гоблина, то, соответственно, тот бы убийца-гоблин смог бы добить. Ну ладно, ладно. Делаем максимально хорошую экономику. Не, ну мне такое нравится. Не знаю, я поставлю 2 гоблинов-убийц, чтобы они смогли... Ну, хоть один из них смог добить какую-то фигуру. И я буду все-таки выходить в хорошую экономику. Надо максимально быстро выйти в 50 монет плюс. На 10-м раунде, конечно, мне бы в идеале получить реликвию, аптечку священника. Ну и желательно, конечно, все-таки найти мне жрецов, чтобы вот прям максимально через быстрый уровень идти. Правильно? Короче, все. Давайте, ребята, усаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего вам дня. Не забудь поддержать этот ролик, соответственно, своим лайком. Если ты на меня не подписан, обязательно подпишись. И я хочу напомнить, что Марк уже показывает скилл. Он уже собрал тинкеров 2 звезды. Короче, хочу напомнить, что в эту среду и четверг будет стрим. Поэтому я всех жду в 6 часов вечера, все как надо, запасаемся вкусняшками. Ну, короче, вы меня поняли. Погнали. Если что, то в среду и четверг будет вырезка со стрима, чтобы как бы никто не был удивлен, да? Так. Блин. Хотелось бы мне выйти в 30 монет, но, похоже, не получится. Мне надо, чтобы пришла сейчас Лина, либо Легионка. На 4-м уровне вряд ли мне придет Кунка. Темный лорд. Не, ну обалденный стол у Марка. Сильно. Залайкаем его. А, ну у него хотя бы маска берсерка. Хоть один плюс уж точно есть для меня. Но там у противников тоже хороший стол. Ну ладно. Все. Погнали. Погнали. План построен. Он надежный, словно швейцарские часы. О, ну тут я должен по-любому монетки получить. И как раз гоблина-убийцу сделаю в 2 звезды. Вообще просто... Песня. Так, у этого монетка есть. А этот, прикиньте, не добьет никого. Прикиньте.
Обалдеть. То есть один добил, второй не добил. Ну так нечестно так-то. Так-то нечестно. Ладно, у меня все хорошо. У меня 93 хп. У меня 93 хп. Вот так вот сделаю, чтобы меньше нахлебников у меня было. Поставлю еще ЦМ-ку. Поставлю еще ЦМ-ку. Абаддон там в 2 звезды собрался. Я думаю, сейчас он сможет кого-либо добить. Поставлю на первую линию сейчас Тинкера, чтобы он быстрее ману накопил. Хотя я вот так вот даже сделаю. Пусть он прыгает все-таки. Я в его ракетки верю больше, нежели в Гоблина-убийцу. У Гоблина-убийцы будет ХПшка. Так, здесь я уже баф людей у молодого. На самом деле я ему немного завидую. Я тоже хочу себе баф людей. Чем быстрее я соберу баф людей, тем было бы лучше. Кстати, монетку получил с Гоблина-убийцы. Сейчас Гоблина-убийцу сделаю в 2 звезды. И все будет отменно. Ай, собаку не добил чуть-чуть. Чуть-чуть не добил собаку. Хускар пойдет. Еще и жрецы, кстати, появились. Вообще шикарно. Так, все гоблины-убийцы у меня с монетками. Сейчас этот гоблин-убийца должен добить фигуру. И должно быть все прекрасно. Так, жрецов ставим. Хускара я на самом деле пока продавать не хочу. Наверное, я все-таки вот так вот, да, вот так сделаю. Продам тролля шаманом, чтобы выйти в хорошую экономику. Так, подведем итог. 8-й раунд, 89 хп, 40 монет. Я, в принципе, доволен. В принципе, доволен. А вот недоволен тем, что гоблин-убийца не смог забрать сейчас никого. Вот этим я точно недоволен. Ну ладно, тут на самом деле у противника хороший стол. У него 30 монет, 100 хп и куча двоек. Сильно. Очень сильно. Я бы, конечно, хотел подать половину своих фигур и выйти в 50 монет плюс, но если я сейчас так сделаю, то на 10-м раунде я не смогу мобов вынести. Он еще и кунку нашел, вы прикиньте. Ну, парень показывает скилл. На 5-м уровне найти вот такие вот фигуры. 2 звезды Луна, 2 звезды Абаддон и кунка сверху. Как вишенка на торте. Ладно, короче. Жалко, что мне баф людей не пришел. Блин, на самом деле я уже не помню, когда в последний раз мне баф людей падал на 3-м раунде. Очень редко такое происходило. Очень редко. По-моему, месяца 3 назад, может даже больше, мне на 3-м раунде приходил баф людей ранний. Это было так прекрасно, вот ей-богу. Кстати, мне нужно будет найти рок войны. И желательно, чтобы на 15-м раунде у меня тоже упала шляпа безмятежности. И на 20-м раунде, в принципе, если мне упадет мастерская бума, я бы хотел найти эти шапки. Короче, вот так вот сделаю. Выйду в 50 монет. Пол стола продал, но у меня есть Хускар. У меня есть собака, у меня есть баф людей, наконец-то. Ну все. Жизнь теперь будет мед. Жизнь теперь будет мед. Так, лишние 4 монеты у меня есть, но усилить свой стол я никак не могу. Даже если бы сильно захотел, только если выйти из инкама. Но я, в принципе, на самом деле верю в свой стол. Я думаю, я справлюсь. Все-таки есть гоблин-убийца у меня в 2 звезды, есть Хускар, который настакает свои стрелы, есть собака, если перевоплотиться, то пару собак будет, которые могут потанчить, соответственно. Вот. Ну, в принципе, все. Еще надо держать кулачки, чтобы баночки мне восстановили обалденное количество хп. Ребят, я в своем ролике каком-то в рубрике рассказывал о том, сколько мне 12 баночек восстановило хп. Было идеально. Такое, или 10 баночек. По-моему, 10 баночек. Ай, короче, не помню, но там что-то очень мало. Там по одному хп мне в основном восстанавливало. Это прям было... Добей. Добей, пожалуйста. Еще тычку. Фух. Молодец, ЦМК. Добивочную устроила. А мне такой нравится. Мне нравится такой расклад. Это обалденнейший сейчас расклад. Все. Жизнь теперь будет мед. Ну, теперь прекрасно. Теперь реально прекрасно. Теперь самое главное сейчас проигрывать все раунды. Желательно побольше проигрывать, чтобы у меня была куча опыта. Там, кстати, тоже есть
Молодые ребята, которые играют через перчатку. Ой, через аптечку, через перчатку. Мне надо рог войны. А судя по всему, рога войны у меня не будет. Ну ладно. Ну ладно. Выстраиваю, если что, вот так вот всех в первую линию. На самом деле, я хочу сказать так. Если бы мне где-то на 4-м раунде пришел баф людей, было бы идеально, конечно же, да. Я бы тогда к 10-му раунду уже имел 6-й уровень. Потом бы на 10-м раунде мне упала бы аптечка священника. То у меня было бы вообще все прекрасно. Реально жизнь медом бы мне казалось. В игре есть 3 аптечки священника, но я прям упарываюсь. Кстати, бабка. Хочу ли я бабку? Не хочу я бабку. Не ту бабку, которую вы подумали. А то я вас знаю. А то я вас знаю прекрасно. На самом деле, я сейчас люто рискую. Люто рискую. Что там у Марка? Котел. Ну, Марка пока не сильный стол. Пока не сильно показывает свой скилл. Не знаю, взять бабку, не взять. Хотя нет, продам, короче. Короче, решил продать бабку. Если Лина мне в 2 звезды придет, будет приятно. Так, этот парень тоже на лустрике, он тоже играет через аптечку, но у него есть Тинкер в 2 звезды и есть Гоблин-убийца в 2 звезды, поэтому он должен меня спокойно вынести. Держим за меня сейчас кулачки, что у меня получится собрать шаманов. Все. Я вот, знаете, топорно буду собирать шаманов. Зря, конечно, я их со старта не покупал, но, по-моему, они мне даже особо и не шли, кроме вот этого вот тролля. Это мне нравится. Это мне очень и очень нравится. Сделаем Лину покрепче с помощью этой шапки-ушанки. О. О как. Мартретка в 2 звезды. 4 волшебника, но... по итогу поставил 9 эльфов. Окей. Окей. Интересно, интересно он там делает. Что же он там такое будет собирать? В самом деле, я жестко рискую, потому что у меня, может быть, на 20-м раунде не останется хп. У меня есть куча баночек, но есть такая вероятность, что у меня на 20-м раунде не останется совершенно хп, чтобы хоть как-то это камбэкать. Вот такой подгон мне нравится. Отменный подгон. Лучший подгон. ДК пришел. Может, у меня получится... Ясно. На 6-м раунде нашел себе антимага. Сильно. Сильно. У меня сейчас будет самый первый 8-й уровень на карте. Первее всех. Возьму 8-й уровень. Надеюсь, что пока я буду на 8-м уровне, мне придет хоть какая-то нормальная легендарная фигура. Надеюсь, это будет Эмпреска, Дизраптор, можно Берсерка. Ну, короче, чтобы у меня был просто хороший старт. Нормальный там Акс, заряженный. Так, сейчас раунд будет с мобами. Марк, кстати, забрал винстрик. Там неприятно, но, в принципе, да как-то плевать. Забрал. Главное придерживаться своего маршрута. Вот это вот самое главное, я считаю. Вот так вот сделаю. Духа этого продам. Он мне не нужен. 8-й уровень у меня уже есть. Хорошо. На всякий случай фуру возьму. Может, мне сейчас 2 энчи придут. Я сделаю инвестицию в лучшее будущее. У меня уже 45 хп осталось. Там звери собираются, рыцари собираются. И пока Марк непонятно на чем будет играть. Так, минус броня, это, конечно, хорошо. Вот это я понимаю приход.
Возможно, ребят, будет маршрут перестроен, и я буду играть на драконах. Возможно. Возможно, потому что вы сами видите, насколько хорошо мне сейчас пришло. Очень даже хорошо мне пришло. У, ме- у меня почти все люди есть. Надо будет найти волшебников, и надеюсь, на 20-м раунде я смогу забрать мобов. Но если будет у меня нормальное усиление, то, в принципе, я смогу забрать мобов на 20-м раунде. Критически важно на 10-м и на 20-м раунде забирать мобов. Там реликвии падают, а реликвии сейчас много значат в этих играх. Ладно, выходим в уровень дальше. Самый первый 8-й уровень у меня на карте. Никто больше меня не будет. Так, кстати, я и 10-й, возможно, смогу взять к 20-му раунду. Я надеюсь, повезет. Я надеюсь, бог рандома улыбнется. И мне фартанет. Можно, конечно, распродать всех драконов сейчас. Будет еще больше денег у меня. Я уже почти 9-й. Я уже почти 9-й. Ладно, собаку продам. И тебя продам. И возьму 9-й. Все прекрасно. На самом деле, зря я пака продал. Надо было пака не продавать. Надо было продать... короче, ладно. Ой, пака. Оленя не надо было продавать. 65 хп у меня осталось. 11 винстрик тому молодого. Ну, на самом деле, если мне сейчас повезет, то вот этот вот 11 винстрик я заберу себе. У меня уже 9 уровень, ребят. Вдумайтесь на секунду. 9 уровень. 17 раунд. Надо будет найти на всякий случай волшебников. Ай. Ай. У него тролли. У него тролли. О, антимаг. Сюда. Это нам надо. Антимаг мне пригодится. 100%. Перекину все предметы в него. Блинк отдам в Лину. Но рок войны мне по-любому нужно будет найти для импрески. Чтобы импреска со своего суммона намного быстрее била. Там резак в 3 звезды. Но мне на самом деле плевать на этого резака. Ладно, выходим в уровень. 18 раунд, а у меня уже 24 опыта из 64. Вкусно. Антимаг, кстати, мне поможет. Он много хп мне сэкономит. Там, кстати, метаморфоз есть. И рыбалка. Блин, ну обалденные реликвии есть. Я бы хотел взять и мету, чтобы себе хп восстановить. Но, стоит ли оно того? Чуть-чуть взорви. Чуть-чуть взорви. Не хватило чуть-чуть, прикиньте. Ну ладно, в любом случае, мне надо получать в табло пока. Чем больше буду получать, тем, соответственно, больше опыта получу. Просто я могу в моменте пожадничать. И отлететь с ранним 10 уровнем. Красиво отлететь с ранним 10 уровнем. Опа! 6 хп баночка восстановила. Вот это вот приятно. Вот это я понимаю подгон. Так, еще один раунд. И следующий раунд будет с мобами. И по сути на 20 раунде у меня уже будет 10. У Марка хороший стол. Антимаг есть. А у тебя что здесь? У тебя 6 рыцарей. Ну, ты на самом деле не особо большой. На самом деле вот так вот смотришь на мой уровень и просто челюсть отвисает. Да, сейчас 20 раунд будет. Я, соответственно, возьму себе 10. Надо будет выставить стол. И, кстати, жрицу возьму на всякий случай. Пригодится. Что-то, конечно, мне как-то не идут шаманы. Как-то вообще шаманов нету в игре, заметили? Вот сколько раундов прошло, мне только вот тролль шаман приходил, по сути. Кстати, я тут чела выиграл. Не очень хотела тебя выигрывать. Не очень. Вы это видите? Вы это видите? Обалдеть. Если я сейчас выиграю этот раунд, я получу тонну опыта. Это будет имба. Так. Так.
Может выйти из инкама и сделать себе немного больше опыта к 11-му? Может у меня получится и 11-й в этой игре взять, а? Да, попробую, короче, рискну. Рискну, может у меня реально получится и 12-й здесь взять в этой игре. Возьму рыбалку. Так, один шаман есть, хорошо. Возьму рыбалку, заблокирую охотников, чтобы лишние фигуры мне не падали. Все, это имба. Вот это сейчас будет имба. Ребята, мне нужно найти одного шамана сейчас. Драконов пока что продам. Мне нужно усилиться. Сейчас вот этот вот предмет лишний скипаю. Пожалуйста, рок войны, рок войны, рок войны. Да! Все, им торба. Мне нужно найти сейчас одного шамана, чтобы у меня эмпресска перевоплощалась. О. Хорошо. И цветочку вот так вот ставлю чисто. Если сейчас будет все хорошо, я реально смогу взять 12 уровень. А если я еще и эмпресску соберу в 2 звезды раннюю, так это вообще забейте. А на 11 уровне я смогу поставить себе баф Горна на Агр. Мне нужно будет убийца Горн. Боже, это будет сейчас такой контент, ребят. Держи за меня кулачки, что у меня получится. Если у меня получится, это будет самый сильный билд в игре. Так, Doom 3-звездочный. Сюда. Кто вдруг не знает, как импресска работает, ребят, то напоминаю, когда вы ставите 2 цветы, то появляется дубликат импресски. И, соответственно, эта импресска, она со всеми предметами оригинала. Вот видите, как она бьет? А еще рок войны ускоряет ее, соответственно, тычки. Ну и, соответственно, продолжительность жизни этой импресски тоже ускоряется. Я еще и раунд выиграл, обалдеть. Боже, и усиление прет. Я думаю, немного из инкама выйти. Надо импресску найти. А мне берсерк не нужен. Так, вот эти вот лишние фигуры продаем. Опять берсерк пришел. Он прям напрашивается. Саня, купи меня. Саня, ну купи. Ребята, у меня эмоции бьют сейчас через край. Если я буду слишком много орать и слишком громко. Короче, я не могу полностью сейчас вам пересказать все свои эмоции, потому что меня выгонят из хаты. Если кто-то меня приютит, то, в принципе, я готов. Боже, сейчас я выиграю раунд. Смотри, сколько опыта получу. Еще винстрик! Сюда! Сюда эту прикормку. Ребята, контенту быть. Контенту быть. Обалдеть. Мне все нравится. Я доволен. Винстрик сбил. Почти 11 получил. Марк сидит без денег, но с мартреткой в 3 звезды. Поставим ему лайк. Блин, я надеюсь, не доживут, когда я себе сделаю тот билд. 12 уровень, все как надо. А знаете, мне сейчас такое в голову пришло. Я же могу здесь попробовать собрать, знаете что? 12 уровень, поставить 5 драконов. И все это под шаманами. Созрел гениальный план. Жалко, я не на своем столе сейчас выигрываю. Дизраптор, отлично. Лешего купил, продал, деньги за него получил. Так, одного волшебника надо будет оставить. Надо терпеть. Поставлю, кстати, дизраптора вместо шамана лавы. Блин, на самом деле, если у меня получится сделать сборку 6 шаманов плюс 5 драконов, это будет сильнейший билд в игре. Там, кстати, гоблины-мехи собрались, но мне абсолютно плевать на этих гоблинов-мехов. Я вынесу его спокойно, даже если его немного раскачают. Прикиньте, драконы плюс 6 шаманов. Это очень сильно будет. Все шаманы будут сразу со 100% маной. Да ты шо, там будет развал? Давайте попробуем. Кстати, вот мех пришел. А может и получится мне его выкинуть из игры. Еще и Свен в 3 звезды появился. 2000 урона у Свена. Сюда. Ну. Оп. Не получилось у меха.
Я думаю, он там в шоке. Он там в полнейшем шоке сидит и думает такой: как? Как это произошло? Так, это все, конечно, интересно, но мне это не надо. Все-таки морскую волшебницу возьму на всякий случай. Кунка. Так, ну Лина не нужна. Ну и Цемка тоже, в принципе, не нужна. Так, этот предмет тебе, тебе. Да, в принципе, на самом деле этот цветок Грали не нужен. А взять лучше и нечего. Кольцо, если что, активирует шаманов. Кто вдруг не знал. Поэтому я кольцо закинул в импресску. Да не, у меня огромный стол. Им торба. Я даже не уверен, что я смогу взять себе 12 уровень. Я, конечно, хочу попытаться это сделать. Но если у меня не получится, то, ну, что ж поделать. Кристалл Божьего посланника. Пойдет. О! Обалденный кинжал. Очищающая сфера, которая отключает синергию. Это мне нравится. Это мы возьмем по-любому. Кстати, я ж могу, наверное, 2 шапки сейчас перекинуть из импресски. Но сначала паролимся. Еще одна импресска. Сложно. Так, цветка мне не нужна. Пака возьмем, потому что он дракон. Не, на самом деле, в импресску закидывать вот такой предмет, который есть у меня сейчас, который отключает синергию, это слишком сильно. Вы прикиньте, там 2 героя, которые будут отключать синергию. Не слишком ли это сильно? Я, кстати, 2 шапки перекину сейчас в дизраптора. Кто вдруг не знает, как работают эти 2 шапки, то они повышают цену продажи героя. И вот сейчас у меня дизраптор стоит как по цене продажи за 7 монет. А соответственно он будет перевоплощаться в легендарную фигуру. 2-звездочную, либо 3-звездочную. Я думаю, 3-звездочную все-таки. Я, кстати, наверное, все-таки перекину и закину в другого немножко шамана. А, видите, фиолетовая фигура 3-звездочная появляется. Сейчас перекину в солнечного стража. Так, самое главное, чтобы у меня люди сейчас выжили. Сколько мне опыта не хватит? 27 из 32. Чуть-чуть осталось. Осталось чуть-чуть. У меня столько денег, обалдеть. Так, инвокера открываем. Я хочу реализовать свой план. Я надеюсь, у меня получится. Может, у меня даже какого-то легендарного шамана получится в 3 звезды собрать. Хотя в этом особого смысла нету. Мне на самом деле даже предметы некуда деть. Так, медальон отдам, скорость атаки возьму. Быстрее буду накидывать в табло. Пока что так, раскидаю предметы. Мне надо выжить еще пару раундов. Пожалуйста, выживите, ребята. Я хочу попробовать этот билд. Если я соберу таких шаманов, единственное, что может помочь, и то не факт, это молитва. Молитва Всевышнему. Просто минус 31. Сюда! 2 раунда надо выиграть. Либо 1, либо 2 раунда, и все. И это конечное. Все легендарные фигуры раскрыл. Раскрыватель. Так, дизраптор. Хорошо. Яйцо, отлично. Дизраптора апаем. Все, 2-звездочный дизраптор сюда. Так, этого дракона продам. Так, 1 дракон есть, 2 дракон есть. План надежный, словно швейцарские часы. Так, шапки-ушанки перекидываем солнечного шамана. Ну все. Ребят, скоро будет имба. Если сейчас будет следующий раунд, на моем столе я его выиграю. Так, здорово, рыцарь. Как там, с Винстриком посидел? У меня для тебя есть новости. Тебе они не понравятся. Сейчас тебе очень много в лицо прилетит. Ты уж прости меня. Минус 34.
Все, 12 уровень, кстати. Поехали имбу реализовывать. Так, дракон 1. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Продаем лишнее. 81 монета. Так, шапка туда, шапка сюда. Это сюда. Надо только будет кристалл Божьего посланника убрать. Он мне не нужен. Так. Хорошо, солнечный шаман идет. Драконы, драконы, мне нужны драконы. Вот так вот сделаю еще, чтобы красиво было. Так, двухзвездочного солнечного шамана поставлю. Так, это Марк пришел. Ой, бедный Марк, только, пожалуйста, не на все хп ему. 57 хп у Марка. Не, нормально, на все хп ему не прилетит. Но минус 41 прилетит. Драконы, драконы, где мои драконы? Сила драконов не нужна. Я на самом деле не хочу пока что продавать вот этих вот легендарных. Не хочу легендарных шаманов продавать, потому что, может быть, это будет очень слабо. Хотя я сомневаюсь. Но если это будет очень слабо, то будет печально. Так, кристалл Божьего посланника, кстати, надо убрать, потому что он триггерил дизраптора, и дизраптор перевоплощался из-за него. Поэтому это я вот так вот сделаю. Вот. Солнечного шамана соберу в 3 звезды. Будет хорошо. Боже, как это мощно выглядит, вы посмотрите. У них у всех мало хп. Жалко, только пару раундов посмотрим на эту красоту. Может, для красоты просто взять мету? Да, я мог бы сейчас переделать себе предметы во 2-й тир. Но я настолько уверен сейчас в своем столе, что я буду выносить. Я не вижу в этом смысла, если честно. Просто сделаем для красоты. Я не знаю, что им нужно собрать, чтобы меня вынести. Так, мне нужен один солнечный шаман. Надеюсь, он придет. Один. Всего лишь один нужен. Ну, пожалуйста. Приди. Яйцо, отлично. Божий дар с небес ко мне пришел. Вот это сборка. Вот это я понимаю сборка. Ребята, в комментариях обязательно должны оценить эту сборку от 1 до 10. 2 шапки перекидываю сейчас в шамана лавы. Не просто так, как вы уже догадались. Чтобы шаман лавы перевоплощался в дорогую фигуру. Легендарные фигуры и так перевоплотятся. В дорогие фигуры. В 3-звездочных легендарок. Да, я тупо для красоты взял мету. Минус 33. Ну, как-то мало. Я рассчитывал, побольше будет. Марк вылетел, я остался против зверя. Но зверь сейчас обалдеет. Вы прикиньте, прилетает моментально все способности. Все способности моментально активируются. Солнечный шаман накидывает свой стан. Прилетает таргетный хекс. Это жестко. Ладно, 2 дизрапторов тоже продам. Да. И напоследок, одним роллом мне пришел антимаг в 2 звезды. Ребята, оценим эту сборку от 1 до 10. Это 100% нужно оценить. На! Ай. Блин, ну жалко, 100 хп не восстановил себе. Всего лишь 70 осталось. Хотел красиво завершить на 100 хп. И теперь пишем в комментариях. Видели ли вы такую сборку хоть раз? Я думаю, такую сборку еще никто не видел. Я сам, если что, в первый раз собираю такую сборку. 6 шаманов и 5 драконов. Был бы здесь Джекира, у меня было бы еще 3 мага. Вообще прекрасно. Не, ну это жестко.
Это очень жестко, потому что, смотрите, у меня эмпреска с очищающей сферой, которая отключает синергию. Она у меня как керри. То есть, смотрите, я не знаю, какой билд может меня пережить. Даже если там собрался огромный рыцарь через Омника, то у меня есть очищающая сфера. Во-вторых, у меня есть инкастовый прокаст, то есть там Silence Disruptor накидывает моментально, Омник бы, скорее всего, не закастовал свою способность. Ну, и вы сами, в принципе, видели, какой там спам происходит. И я более чем уверен, что вряд ли бы кто-то это вынес. Да, есть вероятность, что, скорее всего, кто-то бы такое вынес, но тоже надо еще вынести импресску, которые, ну, появляется 2 дубликата со всеми предметами. Вот такую вот сборку я в первый раз собрал за все время, сколько играю, серьезно. Я еще ни разу такого не собирал. Вообще ни разу. Это было обалденно, согласитесь. Не, может быть, кстати, я в каком-то сезоне такое собирал. Не помню. Но в целом обалденно получилось, согласитесь. Во. Оцениваю сборку от 1 до 10 в комментариях, соответственно. Классная игра получилась. В общем, что думаете по поводу этой игры? Вы напишите в комментариях. Не забудь поддержать этот ролик своим лайком обязательно. А если ты на меня не подписан, обязательно подпишись. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.